АвтоВАЗ и власти Индии усилили взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Об этом стало известно в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак заявил, что компания сотрудничает с индийскими инжиниринговыми фирмами, которые последние годы активно развиваются. В частности, АвтоВАЗу интересны новые технологии в области автоматических коробок передач и турбированных двигателей. Власти Индии, в свою очередь, навязывают сотрудничество в сфере производства электромобилей, поскольку в части производства дешевых машин такого типа индийцы уже накопили большой опыт и готовы им делиться. Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия – важный производитель материалов. В партнерстве мы можем обеспечить производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Если отбросить лишние предложения никому не нужных электромобилей в России и поговорить о покупке передачи технологий АКПП и турбированных двигателей у Индии для АвтоВАЗа, то это вполне подъемные суммы, особенно на фоне тех триллионов субсидий, которые каждый год вливаются в АвтоВАЗ. Давайте разложим по уровням, что именно можно купить и за сколько, с учетом индийской специфики, что у Индии есть по факту. Важно сразу зафиксировать реальность. Индия не изобрела с нуля АКПП и турбомоторы, как немцы или японцы. Она лицензировала технологии Aisin, Jatco, Hyundai, Suzuki, Bosch, локализировала производство, адаптировала свои решения под дешевый массовый сегмент, научилась делать примитивно, дешево, массово и стабильно. И вот это как раз идеально подходит АвтоВАЗу. Сколько стоит технология автоматической коробки переключения передач? Речь не о покупке завода, а о пакете передач и технологий. Варианты. Первое. Лицензия плюс документация плюс инженерное сопровождение. Шестиступенчатая гидромеханика или робот без премиума. Это где-то 15-30 миллиардов рублей. Включает конструкцию, ПО управление, адаптацию под моторы ВАЗа, обучение инженеров. Второй вариант – совместное предприятие. Индийская компания плюс АвтоВАЗ. Оценка вложений ВАЗа 30-60 миллиардов рублей. Плюс локализация, снижение себестоимости, контроль над производством. Третий вариант – полный трансфер плюс локализация под ключ. Максимум того, что реально получить от Индии. Оценка стоимости 70-100 миллиардов рублей. Это потолок. Сколько стоят технологии турбированных двигателей? Тут еще проще, потому что индийцы давно делают малые турбомоторы от 1 литра до 1,5. Экология Евро-6 BS6 освоена. Решения массовые, не уникальные. Лицензия на моторную платформу. 1.3, 1.5 турбо 120-160 лошадиных сил обойдется примерно 10-25 миллиардов рублей. Включает конструкцию, систему наддува, впрыск, базовую электронику. Полный пакет с локализацией 20-40 миллиардов рублей. Итого АКПП плюс турбомотор обойдется 25-60 миллиардов рублей. Если брать все под ключ, выйдет 130-150 миллиардов рублей. А теперь ключевой момент. АвтоВАЗ получает почти триллион рублей в год. То есть АКПП плюс турбомотор это 3-5% одного года субсидий. Даже самый дорогой вариант все под ключ меньше 15% годовой поддержки. Это недорого, это копейки в масштабах бюджета, который уже выделяется. Почему до сих пор не делалось? Здесь начинается неприятная правда. Первое. Технологии равно ответственность. Если АвтоВАЗ купит технологию, то он обязан повысить качество, вложиться в производство, держать гарантию, отвечать за результат. А текущие субсидии без условий не требуют ответственности. Второе. АКПП и турбомотор ломают текущую модель прибыли. Нужно обновлять платформы, нужно обучать персонал, нужно менять поставщиков, нужно инвестировать в контроль качества. Проще поднять цену плюс получить субсидию. Третье.
Индия не дает вечных костылей. Технологии продаются, но с проверкой ключевых показателей эффективности, с аудитом, с требованиями к производству. А это уже некомфортно. Вывод. Технологии АКПП и турбомоторов у Индии доступны, недороги, реалистичны для массовых лад, окупаются за 1-2 года. АвтоВАЗ до сих пор без автомата и турбомотора, потому что не хочет. Все тот же девиз «можно, но зачем?». Дело не в санкциях, не в деньгах, не в технологиях. Дело в том, что нынешней системе выгоднее без развития, чем с ним. Покупка технологий стоит дешевле, чем отказ от системы, в которой можно годами получать деньги и не менять продукт. Давайте теперь сделаем то, чего официально никто делать не любит. Посчитаем реальную себестоимость Лады со своим автоматом и турбированным двигателем. Без мифов, без пропаганды, просто арифметика. Берем условную Ладу Весту. Первое. Двигатель. Индийский турбомотор 1.3-1.5 литра 120-160 лошадиных сил. Массовый, не премиум, миллионными тиражами. Себестоимость при локализации 120-150 тысяч рублей. Для сравнения, сегодня атмосферный мотор ВАЗа обходится примерно в те же деньги. Второе. Автоматическая коробка передач. Шестиступенчатая гидромеханика или простой робот, не ДСГ. Себестоимость 150-200 тысяч рублей. Это подтвержденные цифры для массовых АКПП в Азии. Третье. Остальной автомобиль. Кузов, подвеска, электрика, логистика, сборка. 500-550 тысяч рублей. Это текущий уровень Весты. Сводим все вместе и получается итоговая себестоимость. 850 тысяч рублей. Добавляем налоги, дилерскую маржу, прибыль завода, даже с запасом. Реальная цена в салоне 1 миллион 100 тысяч рублей. Максимум 1 миллион 250 тысяч. Повторяю медленно. Веста со своим АКПП и турбомотором 1 миллион 200 тысяч рублей. Без субсидий, без льгот, без спасибо государству. А теперь сравнение с реальностью. Сегодня Веста с вариатором 1,7 миллиона рублей. При этом без турбо, с упрощенной электроникой, с вопросами по качеству. То есть покупатель платит на 500 тысяч больше, получает технологически более слабый автомобиль. И вот тут главный вывод. Высокая цена Лады – это недорогие технологии, не санкции, не отсутствие компетенций. Это выбор бизнес-модели, где дешевле получить субсидию, чем сделать продукт лучше. Лада с АКПП и турбомотором может существовать, может быть доступной, может конкурировать с китайцами. Но для этого нужно вложиться один раз и начать отвечать за результат. А когда годами капают сотни миллиардов, мотивация исчезает. Мы с вами слышим очень много правильных слов. Про стратегическую отрасль, про рабочие места, про суверенные технологии и импортозамещение. Но есть один вопрос, от которого не уйти. Если государство каждый год выделяет автопрому сотни миллиардов рублей, если за 15 лет в отрасль уже влито несколько триллионов, если существуют доступные технологии автоматических коробок, турбированных двигателей, гибридов, то почему результат выглядит вот так? Почему цены растут быстрее инфляции? Почему качество стоит на месте? Почему покупателю годами предлагают одно и то же, но дороже? И вот здесь возникает прямой вопрос к Минпромторгу. Если деньги выделяются, где условия, где требования к результату, где ответственность за неэффективность? Почему автопроизводитель может сказать «можем сделать лучше, но зачем?» и после этого продолжает получать господдержку? Это вопрос не к рабочим, не к инженерам и не к покупателям. Это вопрос к системе. Либо господдержка – это инструмент развития, либо это просто гарантированный поток денег без обязательств, который губит автопром. И тогда главный вопрос звучит так. Сколько еще триллионов рублей нужно выделить, чтобы автопром наконец начал развиваться, а не просто осваивать бюджет? Или может быть проблема не в количестве денег, а в том, что за эти деньги никто ни с кого ничего не спрашивает? Ну и шутка на прощание. Два пенсионера. Посмотри, как сегодня ходят ученики. На спине огромный рюкзак, в руках сумки и пакеты. Разве мы в свое время так ходили в школу?
Ну, ты не сравнивай. Нас учили на врачей и инженеров, а их сейчас учат на курьеров и доставщиков еды.